Сможет ли эфириум достичь отметки в 10 тысяч долларов? С какой конкуренцией сможет столкнуться эфириум и сможет ли он обогнать биткоин по капитализации? Давайте разбираться. Эфириум является второй по популярности криптовалютой после биткоина и самой популярной платформой для размещения смарт-контрактов и создания децентрализованных приложений. Платформа Ethereum и одноименная криптовалюта были выпущены в середине 2015 года Виталиком Бутериным. Ethereum позиционируется как платформа для создания децентрализованных онлайн-приложений на базе блокчейна, работающих через использование смарт-контрактов. Ethereum имеет все необходимые свойства для криптовалюты и при этом исключает многие недостатки биткоина. Ethereum по сути является расчетным активом для использования самой платформы Ethereum. Например, для размещения смарт-контракта в сети необходимо заплатить определенное количество эфира. Подобная структура обуславливает перспективы роста криптовалюты. Однако платформ для смарт-контрактов на рынке появилось довольно много. Некоторые чем-то уступают эфириуму, некоторые его превосходят. Например, платформа EOS и одноименная криптовалюта недавно запустили основную сеть. Все прошло не так гладко, как хотели разработчики, так как сеть EOS упала через некоторое время после запуска, после чего была восстановлена. Однако, пропускная способность сети EOS, по утверждениям разработчиков, сможет достигать миллиона транзакций в секунду. Комиссии за транзакции в сети EOS не будет вообще, а интерфейс взаимодействия с платформой EOS будет выполнен как операционная система. У каждой платформы для смарт-контрактов есть свои преимущества и недостатки. Давайте рассмотрим более подробно те недостатки Ethereum, которые отметил главный разработчик Виталик Бутерин. Основная проблема эфириума – это масштабируемость. На данный момент сеть эфириума может обрабатывать около 20-30 транзакций в секунду, что катастрофически мало. Из-за низкой пропускной способности децентрализованные приложения на базе эфириум работают значительно медленнее и выполнение смарт-контрактов занимает больше времени. Однако эту проблему решат технологии плазма и шардинг. Эти технологии находятся в разработке и смогут увеличить пропускную способность сети эфириума до 1 миллиона транзакций в секунду и более. Следующая проблема, которая имеется не только у сети Ethereum, но и у ряда других криптовалютных проектов. Алгоритм достижения консенсуса Proof of Work затрачивает огромное количество электроэнергии, а также подтвержден атакам 51%. Над этой проблемой Виталик Бутерин работает давно, и в 2018 году сеть Ethereum планирует полностью переехать на алгоритм Proof of Stake. Защита личных данных в Ethereum находится на очень низком уровне. Отследить отправителей и получателей в блокчейне эфириума не составляет никаких проблем. Представьте, что вы хотите купить Xbox и сохранить анонимность. Если вы придете в магазин со своими друзьями, каждый из которых заплатит по $5 кассиру, будет куда труднее определить, кто изначально собирался купить приставку. Конечно, это очень упрощенное объяснение. И тем не менее, отправителей транзакций становится определить гораздо сложнее. Виталик Бутерин планирует разработать HLL – высокоуровневый язык программирования для общих целей, который позволит использовать алгоритм zk-SNARK. Данный алгоритм используется для подтверждения транзакций в сети Zcash, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности. Над решениями всех этих проблем ведется работа. Технология Plasma, которая будет использоваться не только в Ethereum, но еще в проекте OMSGO, уже находится на заключительной стадии разработки. Шардинг направлен на оптимизацию существующей сети, объединяя обработку мелких транзакций. Работа решения Plasma аналогична Lightning Network в сети биткоина. По мнению Бутерина, решения двух уровней должны совместно работать, дополняя друг друга. Исходный блокчейн остается неизменным, а новые решения второго уровня будут совершенствовать его. Шардинг позволяет ускорить проведение транзакций в 100 раз. Применение плазмы позволит достичь такого же уровня ускорения уже в ранее ускоренной сети. Таким образом, объединение усилий масштабирования двух уровней позволит увеличить в сети скорость в 10 тысяч раз по сравнению с нынешним уровнем, благодаря чему блочная сеть Ethereum сможет достичь миллиона транзакций, проводимых за секунду, что открывает новые перспективы интеграции Ethereum в современных областях финтех-услуг и роста экосистемы сети. Платформа Ethereum за относительно долгое время своего существования зарекомендовала себя с положительной стороны. Многие крупные компании планируют использовать Ethereum в своих сервисах. Некоторые страны хотят использовать блокчейн Ethereum на государственном уровне. Подводя итог, можно сказать, что если Виталику Бутерину удастся решить текущие проблемы эфириума, то он вполне может достичь 10 тысяч долларов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.